Наконец прибыли в конечный пункт. Благо, все прошло без происшествий. На самом деле была некая недомолвка на границе, но благо все обошлось. И вот сейчас пытаюсь, точнее, мы ждем переводчика. Я искренне надеюсь, что я смогу убедить этих людей. Я просто буду рассказывать свою историю. Я просто буду говорить правду. Я буду просто молить Бога о том, чтобы у меня все получилось, чтобы меня одобрили. Я не знаю, как это там убежище, что-то еще. Полный, когда огромная толпа мужиков вооруженных ломилась и вытаскивала орущих часть женщин. Пресечена попытка похищения человека. Девушки, которая имеет проблемы со здоровьем. В январе прошлого года уроженка Чечни Аминат Ларсанова подала заявление в Следственный комитет. Из нее пытались изгнать джина. Вы издеваетесь над моими подзащитными. Они не хотят разговаривать. Они пишут заявление об угрозе убийством на этих родственников. Я убью себя, если вернусь в этот ад. Пожалуйста, не выдавайте меня родственникам. Меня никто не похищал. Эта деревня, она очень маленькая, не знаю, там население плюс-минус 3000-4000 жителей. Она находится в 70 километрах от республики Махачкалы. Там все абсолютно, все очень набожные. Относятся к категории радикальных мусульман, которые прям там все черное, там никакая музыка. После 7 класса меня забрали со школы. Дом, коровник, там, я не знаю, огород. И это было все, что я могу увидеть вообще. Когда мне было 17, меня выдали замуж за мужчину старше меня на 9 лет. Каждый раз его родственники спрашивали, что вот, ты там не беременна? А я знала, что типа нет, он не хотел иметь детей. Я рассказала матери все, что было, что там всякие измены, что мы жили как соседи, он ко мне не прикасался 3 месяца. И развод стал первым моментом в моей жизни, потому что всю твою жизнь тебя готовят к браку. Когда тут брак разрушился, а что дальше, знаешь? И знаешь, если к тебе придет свататься женатый мужчина, не знаю, 3-й, 4-й женой, будьте рада. Помню, что я просто сидела у себя в комнате, я плачу, заходит мать, я начала говорить ей, что вот я не хочу так жить, а я всегда говорила, я не хочу носить платок. Я хочу учиться, почему я не могу делать то, что делают другие девочки, например. Она мне сказала, ты ненормальная, тебе нужно повести к экзорцисту. И я поняла, что я не хочу там находиться, и мне нужно именно бежать. И я вот начала искать помощь там на сайте знакомств, хотя бы кого-то, кто мне купит билет. Это была мама. Там есть вкладка сообщения, объявления. Кто-то пишет, там, ищу партнершу на ночь, ищу партнера, все дела. А я выставила, милая девочка с английским голосом ищет спасителя, заточена в башне, спаси меня, я для тебя стану там самой Бейонсе, там что-то такое. И мне начали писать, и именно Максим, он мне написал, я запомнила, принцесса с самим драконом, прям сидела, я такая, да, не один дракон, а очень много драконов. И у нас с этой шутки завязался разговор. Когда он уже потом спросил, что конкретно тебе нужно, я такая начала немножко там открывать занавес. Родилась на Кавказе, я всю жизнь хотела жить нормально, это был не мой выбор, мне нужен кто-то, кто поможет мне купить билет. Ему стало мне жалко, как человека. Я была на 7-м небе от счастья, понимала, что появился возможный вариант, что я, возможно, там смогу спастись. Опять лягушка ваша, которую вы мне подбросили, пыталась уйти ночью. Мама увидела чемодан, проснулась и увидела чемодан. Муж закрыл, отправился на работу
вернее, надо измельчить, потом, возможно, на работу. Привет еще раз. А ты что делаешь? Вот координирую эту фигню всю с ингушской девушкой, которую вы скинули на меня. Она просит наряд полиции. Я ищу адвоката. Ты реально считаешь, что московская полиция сейчас приедет и будет ингушку вытаскивать куда-нибудь из ее логова? Нет, не будет, Свет. Да, если поедет адвокат с ней. Ну и что, она дойдет, не знаю, 100 метров, дальше что будет? Адвокат с ней будет ночевать? Нет, Мгм. дадим Алене, я уже договорилась. Москва, Свет, Москва. Ее возьмут по камерам, через к вечеру она уже будет. Что ты предлагаешь делать? Кризисную группу СК СУС мы решили создать отдельно от российского ЛГБТ-сети еще в 2020 году. Ну, как бы ситуации, когда тебя уже спалили, надо сделать все для того, чтобы дать себе второй шанс и условно нивелировать конфликт. Если сейчас приедет полиция, даже если она выйдет с адвокатом, то шансов того, что ее не найдут, а ее будут в Москве искать, ее надо сразу вывозить из Москвы. Финансовым оператором российского ЛГБТ-сети был благотворительный фонд «Сфера». Инагент в России, за которым было очень пристальное внимание. И получается, что кроме Северного Кавказа организация занималась другими проектами, и было уже сложно ими заниматься, потому что это было небезопасно. И тут как бы получилось так, что пора расходиться для того, чтобы люди могли нормально работать. Тут, понимаешь, ты все время же боишься, как бы не поспешить и не сделать хуже, и как бы не опоздать, и не все. Так что за ингушка-то? Девушка из Ингушетии обратилась за помощью в связи с тем, что у нее, значит, какой-то насильственный брак. Да, ее выдали насильно замуж, Да. муж принуждает ее к сексу и все прочее, всячески издевается. я же видела это вроде. Да, да, и они сейчас в Москве какое-то время, и она за это время хотела воспользоваться этим и сбежать. Ты думаешь, что нереалистично? Я свое мнение сказал, дальше решает Свете, это ее кейс. Ну, ты предлагаешь просто ждать и надеяться, что у нее будет возможность еще сбежать? Я предполагаю, что надо реально оценивать ситуацию. Мы не можем все время брать каких-то сторонних девушек, подвергать девушек, которые у нас находятся на локации. Мы уже закрыли шелтер в Питере. Мы не можем брать всех, это факт. Да. Спасти всех, к сожалению, невозможно. Изначально мы занимались помощью ЛГБТ-сообществу. С 2017 года у нас была такая фокусировка. Но сейчас, на данный момент, мы занимаемся помощью и женщинам, гетеросексуальным, которые испытывают домашнее насилие. У меня ощущение, что они просто бегут каким-то толпами Северного Кавказа. Ты не знаешь, что с ними делать. От 2017 года, когда у нас было там, по-моему, 2 девушки всего, мы дошли в этом году, когда 11 девушек мы вывезли за полгода. Может, я не прав. Но у меня не получается как бы выбрать, да, почему это, если она там, не знаю, лесбиянка или би, я должен помочь, а другой девушке, которая атеистка или там, не хочет соблюдать адаты ислама, не надо помогать. Конец и то одинаково. Меня зовут Ольга Гнездилова, я адвокат, работаю в проекте «Права инициатива». Иногда человек говорит, что у него там одна маленькая проблема, но в результате разговора выясняется, что там и домашнее насилие, и другие преступления были совершены. И мы предлагаем ему план действий. Начинаем жаловаться в правоохранительные органы российские, даем адвоката, даем психолога. Эвакуация чаще происходит из Северокавказского региона, причем в основном это Чечня, Ингушетия, Дагестан. К сожалению, в этих регионах есть такая практика, так называемое убийство чести. Как правило, это совершенно бесчестные поступки членов семьи. Привет, заходи. Ванесса Коган, она руководила проектом «Права инициатива» до декабря 2020 года, потом была вынуждена уехать из-за давления властей. Нормально? Это был 2015 год. Марьям Алиева получила мой номер. Это было очень трудно понимать даже, что она говорит, потому что она как будто задыхалась. Ей было очень плохо. И сразу потом мне стало понятно, что она боится за свою жизнь и что она планирует побег.
Я не знала, что делать. Вот первый раз, когда она звонила, потому что такой, скажем, горячей ситуации пока еще не было. Но все равно получилось изначально вытащить Марьям с 2 детьми в Москву. Я помню, Марьям звонила, и она жаловалась. Ей, конечно, было непривычно вдруг оказаться вот в таком общаге с другими женщинами, и тем более она была с детьми одна, она боялась. К сожалению, я думаю, что она тогда уже было возможно родственникам вычислить ее местонахождение. Они уже начали давить на нее, уговаривать, то есть просить, чтобы она приехала домой, но угрожать. Мы узнали, что они уехали в Минск. В Минск приехал этот бывший муж с таким посланием, что он клянется на Коране, что он больше не будет применять насилие. Собрали стариков, старейшин этой семьи. Он при всех там чуть ли не на коленях стоял, сказал, что он ее больше бить не будет. Спустя примерно месяц я среди белого дня получила еще один звонок. И вначале я подумала, что это Марьям, и обрадовалась. А затем я поняла, что это ее сестра Елизавета Алиева. 19 сентября 2015 года ей позвонила Марьям в слезах, сказала, что в доме собирается очень много мужчин, родственников ее мужа, и происходит скандал какой-то, и она боится, что ее начнут убивать, прямо она так сказала, и что если через полчаса ее не будет на связи, значит, произошло что-то страшное. И потом Лиза начала ей звонить, телефон уже был недоступен, и она туда поехала. Пыталась попасть во двор, ничего не вышло. Она обратилась сразу в полицию, прям тогда же она позвонила 02. Участковый с ней пришел к этому двору, они постучали в ворота, выглянул этот муж, сказал, что все хорошо, я вас во двор не пущу, но как бы здесь ничего не происходит, здесь тишина и покой. И они тогда не смогли зайти, и участковый не настаивал. 2 недели никто не беспокоился о том, что произошло, и обыск состоялся только вот спустя, по-моему, даже больше, чем 2 недели, 3 недели прошло до обыска. Во время обыска действительно нашли пятна бурого цвета, там на ковре, на мягкой мебели, сожженные волосы, сожженное женское белье во дворе нашли. То есть там были вот, видимо, да, вот эти все следы скрывали. И момент был упущен, когда участковый пришел, в первый же день было обращение, он должен был сразу это все дело зафиксировать. Дело об убийстве сразу возбудили через 2 недели, сразу об убийстве, ни похищения, ничего, но расследование не шло. То есть не было ни в начале, ни до самого конца не было подозреваемых в этом деле. То есть ни муж, ни кто-то из родственников мужчин этой семьи, они не привлекались. Просто кто-то убил Марию. Привет, я слышу тебя, но я тебя не вижу, но слышу. Так, как мне... Так, на настройках я разрешу доступ к камере. Вот. Да, нормально. У меня нормально. Тут просто очень большая проблема с интернетом. Ужасный интернет на самом деле. Как бы это не самое лучшее место. Тут как бы там такой какой-то лагерь, где очень много разных людей. Это депрессия. Ты не знаешь, тебе дадут позитив или негатив. Ну, я не знаю, но мне говорят, шансы хорошие, потому что вот адвокат у меня хороший, популярный тут. Я прямо из кожи вон лезла, чтобы он стал моим адвокатом. Первый раз я сбежала 14 августа 2020 года. Ровно 12 дней я пробыла в Москве. Устроилась на работу официанткой на Новом Арбате. Я нашла работу через ХХРУ. Я просто начала жить нормальную жизнь. Выходить на улицу без разрешения. И 26 августа я просто выхожу, как обычно, на работу. Метро у меня находилось очень рядом, буквально в 3 минут. Я выхожу из своего подъезда, на наушники, у меня телефон, сумка. Я просто делаю несколько шагов в сторону дороги. Просто передо мной останавливается черный Мерседес Виана. Меня сзади хватают на руки и просто суют в машину.
Там были оба моих брата. Там был мой отец и муж сестры. Почти сутки мы были в дороге, и меня отвезли обратно в Дагестан. В тот же день на той же машине меня повезли к экзорцисту Сулак. Первый экзорцист, он мне запомнился больше всего, потому что у него было жестче всего. Заходим в комнату, там старая комната с сыростью. Женщины, девочки, просто девушки сидят просто на полу. На полу какие-то простыни, что-то такое. Он заходит, взрослый мужчина, толстый такой, с вот такой бородой. На нем были очки, и я помню, что его звали Хабиб. Каждый сеанс у него проходил так. Он начинал кричать молитвы, типа все женщины должны были ложиться на спину и полностью укрыться с ног до головы белой тканью. Даже нельзя было открывать лицо. Он начинал кричать в микрофон. Это было очень громко, болит голова. В комнате очень душно, типа закрыта дверь, и ты хочешь снять эту штучку, подышать. И когда я пыталась снять простынь, он меня бил по рукам, по плечам палкой. После того, как заканчивались сеансы, каждый раз он со мной разговаривал. И знаешь, я ему тогда сказала, что типа вот, я не хочу это все слышать. Я окрестилась. Мне кажется, ей лучше переделать с нуля. Что мне не нравится поза. И ноги очень у них хорошо вышли. Мне кажется, лучше переделать. Мне еще здесь надо сделать руки. Вот здесь рука, которая держит нож, и здесь рука, которая держит что-то острое, а вот здесь раны и сочащаяся кровь везде. Так. Здесь руки, здесь руки, здесь руки, здесь руки. И с ножами что-то с колющим, с режущим. И здесь кровь, значит, идет, и здесь кровь идет. Тут кровь. В январе прошлого года уроженка Чечни Аминат Ларсанова подала заявление в Следственный комитет. Из нее пытались изгнать джинна. На Кавказе эта мистическая практика применяется к гомосексуалам. Обряды проводят муллы или специалисты квазимедицинских центров. Я вообще всегда хотела уехать из Чечни, уехать из России как можно дальше, никогда не видеть своих недородителей, потому что они никогда мне не были семьей, я вообще никогда родителями не считала. Я раньше говорила в интервью, что я бисексуальна, но это была моя намеренная ложь, сказать это правозащитникам, потому что я думала, что только таким образом меня могут спасти. Я все-таки немножко жалею, что я тогда не сказала все как есть. Потому что это выглядело, как будто бы я не заслуживаю защиты и нормальной жизни, если я, допустим, не имею отношения к ЛГБТ-сообществу. Это именно потому, что никто вообще не говорит о том, какое насилие над женщинами на Кавказе, в Чечне происходит. Никто об этом патриархате в целом, мало кто как упоминает. Об этом абсолютно никто не критикует, как будто бы этого нет. Я хотела бы передать то, как телесные цвета, они выглядят немного мрачно, потому что картина несет в себе мрачный смысл. Эта девушка, эта женщина находится в очень тяжелом положении, и общество отравляет и коверкает ее жизнь. У меня было 4 побега, и 3 из них было неудачных, а 1 был удачный. Я сама заказала такси в Чечне, в Грозном, ночью, пока все спали, я выбежала. Я прокралась через сад, через калитку, я вышла, села в такси и так доехала до Владикавказа. И там меня уже встретил другой человек, мне сняли номер, и мы там переждали до утра. И потом уже на утро меня искала осетинская полиция, родственники меня выследили по камерам, искали. В общем, все это было ужасно жутко. Меня зовут Аминат Ларсанова. Я родилась и выросла в Чечне.
Меня заставляли быть правоверной мусульманкой с помощью побоев, чтения Корана и принудительного психиатрического лечения. Этому способствовали мои родственники, сотрудники чеченской полиции и медицинские сотрудники Чечни, давшие клятву Гиппократа. За 5000 рублей они готовы уничтожить жизнь человека. Такую сумму заплатила моя семья, чтобы закрыть меня в одном из диспансеров. Ну, я помню это видео, да, это, по-моему, 7-й или 8-й дубль. Она не могла его записать без слез. Вообще никак не получалось. Кейс Аминат Ларсанова, наверное, самый такой первый жесткий кейс с девушками. Я помню, я был в Берлине, у меня неожиданный звонок с номера московского на сотовый. Поднимаю трубку, и там Аминат. Она говорит, у меня мало времени, я звоню с телефона то ли бабушки, то ли кого-то. Я планирую в следующую субботу бежать. Вот, и получается, что она доехала, по-моему, до Моздока. На Моздоке на посту ее спросили документы. Она сказала, у меня нет паспорта, я его потеряла, значит, вот еду восстанавливать. И нужна была хотя бы фотка паспорта, а у нее нет ничего с собой. Фотка паспорта была в телефоне у меня. Соответственно, я кинул эту фото. Ее выпустили. Вот, ну и все. То есть, а дальше по классике. Тебе просто звонят и говорят там, здорово, я какой-нибудь там султан, ну, и там из Чечни, где она? Я говорю, я не знаю. Через месяц приехали эти чеченцы, которые ее родственники из Чечни. Они установили адрес этого соцработника, где она проживала, и они вломились к ней в квартиру. Мы по этому поводу подавали заявление в полицию. 10 человек вломились в квартиру. Разгромили все, перевернули все шкафы, приставили нож к горлу. Требовали сообщить, где девушка и где я. Понял, что она реально не знает, девушки нет. И мы просто ушли со словами, передай Листееву, что он труп. А я больше с этого момента дома не появлялся. Вот я уехал, позавтракав утром на работу. Поехал на метро, там, на другую квартиру, шел пешком. И, блин, это было как-то все. Ну, это было первый раз, и это было как-то все жесткачево. Я вообще не понял, зачем я должен прятаться. Что я такого сделал? Привет. Что так долго не открываете? А мы не знали, кто это. Не знали, кто это? Да. И поэтому не открывали двери? Да, конечно. Чаем напоите? Конечно. Ну, хорошо. Не замерзли? Нет, мы в одной яме спим. У нас тут были все кровати, мы их быстро туда занесли. А зачем вы их туда занесли? Чтобы нормально жили. То есть вы все кровати сюда перенесли? Просто так теплее в одной комнате, когда в отдельно, дверь закрываем. Ага. То есть вы не живете во всех комнатах, вы живете в одной? Ну, хорошо. Для нас здесь все новое. Не знаю, все очень странно. Тем более мы даже вчера об этом говорили. Мы не отходим от дома дальше, чем на 200 метров. То есть для нас гулять — это выйти во двор. Да, ну или в торговый центр куда-нибудь ближайший пойти. Кружиться вокруг дома. Да. Ну так в целом это кружиться вокруг дома. Я пойду погуляю, это я пойду в ближайший дом, во двор ближайший, и все, вернусь обратно. В одному тоже ни разу никто не выходил. Да, только там минимум двое. Наверное, пока внутренне не хватает какого-то стержня. Ну, главное, доехать сюда стержня хватило, а так выйти в центр города стержня пока не хватает. Не знаю, ну надо приучиваться к самостоятельной жизни. Сейчас еще и не холодно. Да. Еще наша привычка, когда мы гуляем, если кто-то на нас смотрит, в куртке уходит. Особенно это если мужчина. Да. Особенно если с бородой. Мы находимся на КПП со стороны России, на границе с Грузией. Нас не выпускают из КПП. Мы не знаем, хотят ли они нас им отдать. Да, они чего-то ждут, мы не понимаем чего, возможно, наших родителей. Поздним вечером 29 октября вся страна стала следить за судьбой 4 девочек из Дагестана, которых 11 часов продержали на уже знаменитом КПП Верхний Ларс в Осетии.
Все 4 девушки из села Хаджама-Алхи с самого детства жили по строгим религиозным правилам. Не могли гулять без мужчин, высказывать свое мнение, как-то вообще выражать себя. За любые проступки их жестоко избивали. Образование получить девочки не могли и должны были выйти за тех, кого выберут родители. На связь со мной они выходят из секретного места в Грузии. С самого детства понимала, что я никак не смогу смириться с этой системой, я не смогу выйти замуж, я не хочу. Тогда еще ее сестру выдали замуж насильно. Да. И мы об этом тоже разговаривали. Почему вот ее Нам было избивают, её очень выдают жалко. замуж насильно, нам было ее очень жалко. И мы все время об этом разговаривали. Все началось именно, скорее всего, с этого замужества. Ну, в возрасте 13 лет мы думали о таком очень странном побеге, например, как... Побег из Шоушенка, например. Да, Вдохновлялись такими историями тоже. мы там. думали сбежать в Краснодар. Мы были 100% уверены, что мы... В Краснодаре нас не найдут. Да. А потом, когда мои родители забрали меня в Краснодар насчет зрения, мы такие, а все-таки они знают Краснодар. И после этого все, Краснодар отпал. В общем, было очень много идей насчет побега. Мы сначала вообще не думали, что нам будут помогать. Так. Вообще не знаю. Да, вообще мы не знали об этом. И мы думали как-то своим ходом, что-то там, может, получится. Мы были почему-то в этом уверены. Но потом все-таки мы поняли, что да, вряд ли. Это очень опасно, и всех находят. Я нашла организацию, я сначала не верила. Мы не доверяли, мы не могли доверять кому-то. Люди из интернета пытаются нам помочь выбраться отсюда. Как-то Подозрительно. Как-то фантастично звучит. Но в итоге... Мы были уверены, что нас на уровне продадут. Ну, да, мы очень боялись. Но мы сказали друг другу, что даже если это будет что-то нехорошее, это наш выбор. Реально. Нереально такое чувство. 100% я их домой верну. То есть Сегодня, вы завтра я их сейчас домой верну. прямо Просто угрожаете есть- их свободе и праву распоряжаться собой, так? Правильно я поняла? Это звучит как угроза. Нет, нет. Они мои девушки, я хочу... чтобы Они свои занимались собственные девушки, Гаджимурат. Красиво, привет. Привет. Я нашлась. Я была молодец. Представляешь? Немножко потерялась, а потом опять нашлась. Меня зовут Светлана Анохина, я дагестанский журналист. И в 2020 году, в июле, я придумала и сделала группу «Марем». Кризисная группа. Тоже занимаемся помощью женщинам. И название для группы выбрано не случайно. Она названа в память о Марем Алиевой, девушке, молодой женщине, которая пропала без вести в Ингушетии в 2015 году, предположительно убита, и тело ее не найдено до сих пор. А чё, этот Гаджимурат тебе не писал больше, не звонил? Слышь, Нет. нет. Он, ну, надо сказать, из всех, с кем мне приходилось общаться, вот этот Гаджимурат, он был самый сдержанный. Он меня ни разу не проклял, ни разу не сказал, чтобы я горела в аду. Что прямо удивительно, учитывая обстоятельства. И я вижу, что он искренне переживает, и он искренне не понимает, а что не так. Почему, если ты дочек так любишь, то не стоит их держать дома в заперти, и если им куда-то надо, отправлять с ними махраму или маму, что это немножечко чрезмерно. Ну, ты сейчас думаешь, не будет клеить или нет, или не успокоится пока немножко? Я думаю, что успокоиться им будет трудно. И даже если родители хотели бы спустить все на тормозах, им просто общественное давление, общественное мнение и порицание их за нерешительность может не дать такой возможности. Ну, хорошо, какие инструменты есть? Вот они технически знают, что они выходили в Грузию. Ну, приедут, наверное, в Грузию. Будут пробовать искать в Грузии. Ну да, ну там же нет своих, там будет это сложнее. Хотя там дагестанцев много, я не знаю, как они будут действовать. Они Да. не такие сплоченные, как чеченцы или ингуши, ну, в силу многонациональности Дагестана, но они есть везде. И люди, которым нехер делать в другой стране, как только выискивать девушек, которые себя неправильно повели, их очень много. В Дагестане родилась моя мама, ее папа, папа ее папы. То есть это моя армянская родня, они все из Дагестана. Когда они туда попали, я не знаю.
Но Махачкала — это город, который для меня, ну, дом в полном смысле этого слова. Дагестан разный. Нужно иметь в виду, о каком селе мы говорим. Я знаю села, где девочка, например, не может выйти совершеннолетняя из дома, пойти в магазин и купить себе телефон, потому что ей никто не продаст. Потому что сразу возникнет вопрос: а зачем тебе телефон? А почему ты пришла сама без родителей? И знаю села, где и семьи, где женщины совершенно, в общем, ну, свободны в рамках разумного, скажем так. Под разумным понимается: дорогая, живи как хочешь, лишь бы о тебе сплетни не ходили. Потому что когда начинают ходить сплетни, то тогда они цепляют всю родню, и это может закончиться плохо. Если идут сплетни о девушке, у семьи есть два выбора. Делать вид, что ничего не произошло, нельзя, потому что давить будут на всю родню, в том числе и на молодых, горячих мужчин. То есть на братьев, на дядю, на младшего брата. Может быть, кто-то откажется выдавать девушку из своей семьи за их родственника. Что вы вот такие вот. То есть это социальное такое падение. Что они могут сделать? Они могут закрыть рот обидчикам, если это сильная семья. И они могут избавиться от девушки. Это в худшем случае они могут избавиться от девушки. Я могу сказать, что благодаря отцу меня тогда не убили, когда я бежала в Москву. Но вот уже потом, когда началась опять суета с полицейскими заявлениями совсем, мне старший брат сказал, что типа вот на поле, у нас здесь поле несколько гектаров, и он типа, что если ты не уймешься, типа тебя хоронят там. Мы скажем, что ты уехала, мы не знаем где ты. И тогда я поняла, ну, логично, кто будет меня искать, если меня где-то спрятать, меня вообще ближайшие несколько десятков лет не найдут. Привет. Квартира не такая большая. Тут, как выяснилось, 40 квадратных метров. Я только вчера отжила диван, кровать. Сегодня у меня первая была ночь. До этого у меня был только тут матрас. И вот мы вчера буквально с другом притащили эту кровать. И я, короче, заснула где-то к 3 часам ночи. И в ту же ночь, ты просто не поверишь, мне приснился кошмар. Как будто бы это происходит в этой квартире. Там на улице где-то ходит моя мать и какие-то родственники. И будто бы, типа, я заперлась, и я смотрю в окно, типа, ушли они или нет. Ну, я не знаю, это было очень жутко, но мне не нравится, что это было в первую же ночь. В целом, я за естественную красоту. Насилие было всегда, оно было еще с детства. Начиналось именно с того, как ты видишь, вот, например, как отец избивал мать. И каждый раз, когда опять отец напивался, как бы я была с ней всегда, знаешь, у меня было такое, что отец приехал как бы пьяный, я матери говорю, да, я сразу типа позвоню брату, напишу, пускай он приедет. Она такая, нет, не нужно. Первая фотографии синяков на ногах. Я не помню точный день, но это было после того, как я уже из Москвы, когда меня уже вернули. Это все была мать. Все была мать, я помню. У нее была... У нее была причина для этого, конечно, потому что я позвонила в полицию.
И 30 ноября 2020 года вечером я сидела у себя в комнате за ноутом, как обычно, конечно, и просто, типа, меня зовет отец, я выхожу, короче, стоит отец и двое мужчин каких-то незнакомых, и, типа, они говорят, что вот к нам поступил вызов о том, что тут кого-то удерживает, типа, меня спрашивают, вас удерживает, а отец тебе отвечает, нет, не удерживает, типа, наши начинают меня там держать. И приходит этот самый начальник по дежурной части, племянник моей матери, он всегда, любой кипиш, он всегда, они его звали. Эти оба оперативники, они сразу, знаешь, они прям обмякли, они такие, типа, мы должны отвезти ее в участок, он начинает на меня кричать, он приходит и типа, что ты творишь, я устал за тобой почищать. И они пояснили, что сигнал пошел из ФСБ, отправила в Следственный комитет, и они обязаны меня туда отвезти, типа, вот, типа, и он такой, брат, мы туда ее отвезем, а дальше делай, что хочешь. Типа, давай, брат, ее туда отвезем, дальше делайте, что хотите, мы должны ее отвезти. Опрошенный по материалу проверки пояснил следующее. В августе 2020 года их младшая дочь сбежала из дома, взяв с собой ювелирные украшения. По нашим поискам они смогли ее найти в городе Москва. Они боялись, что ее могут завербовать террористы или же попадет в плохие руки, и поэтому вернули ее домой. У нее психические отклонения. После развода та сама с собой разговаривает, песни какие-то поет, очень агрессивная, всю критику воспринимает в штыки, огрызается. Они возили ее на лечение в Ингушетию, но там не смогли определить, есть ли у нее одержимость или нет. Они считают, что та нуждается в лечении, и куда-либо ее отпускать за пределы не имеют права. Насильно дочь никто не держит. Здесь просто семейно-бытовой конфликт. Нужны психологи и психиатры, чтобы решить эту проблему. Они законопослушные граждане, и никто из членов их семьи вред не причинит, а лишь желает ей добра. Следователь по особо важным делам Кизилюртовского межрайонного следственного отдела Гаджиев МД постановил отказать в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях состава вышеуказанного преступления. И тут ты понимаешь, окей, первый раз я пыталась сама сбежать, не получалось, а потом у меня вся надежда была на полицию. Ты даже не представляешь, сколько у меня было надежды. Я такая думала, окей, нет, знаешь, нет, не может быть такое, там как-никак закон. Но в итоге просто жесткая правда. Никому до тебя нет дела. В середине января, кажется, я просто забила в Google вот положение женщин в Дагестане, что-то такое. Нашла статью с Аминат Ларсановой. И, знаешь, вот я просто рыдала, я читала, я рыдала. Типа вот есть люди, которые помогают. И я, короче, вот там была российская ЛГБТ-сеть. И я такая просто сначала в Фейсбуке им написала. Я подсказала, что можно подложить телефон в трактор. У нас на улице был трактор, и оттуда я могла бы его забрать. Правозащитники подложили телефон, и получился момент, что моя мать входила в сарай, открываются ворота, и она видит людей каких-то, которые остановили машину. И правозащитники сделали вид, что они там потеряли дорогу, что они там по телефону разговаривают, что-то такое. И я помню, как отец сразу же забегает наверх, открывает дверь, там ли я, а я просто типа смотрю на него и такая спрашиваю, что случилось, как будто бы я ничего не знаю, все хорошо. Я ждала, пока они вернутся из сарая, чтобы сказать предлог, мне нужно там покормить барана. Там я вышла на улицу, бешено бьется сердце, я сую руку, там где-то, где фары, и я нащупываю там пакет. Сразу типа беру его, засовываю в платье, возвращаюсь обратно с невозмутимым видом, говорю, что там мне надо идти в ванную. Я захожу в ванную, запираюсь, просто сажусь на пол и договорились бежать на вроде 9 февраля. Я как бы оделась для побега и наверх накинула другое платье повседневное. Смотрю в окно и вижу уже, как машина как бы едет. Я сразу кидаю сумку вниз, через окно вылезаю и сразу захожу в машину. Меня увозят, и я до последнего не верила, потому что я себе внушала, что вот не надо так сильно радоваться, вот если что получится не так, потом расстраиваться очень сложно. Нажми галочку на микрофон, и у тебя должен... Сейчас? Окей, еще нет. Все. О май гад, привет.
Привет! Приятно познакомиться, наконец-то. Как ты? Как я? Я так этого не буду спрашивать. Я понимаю. Тебе, получается, 3 года? Сколько? 3? Ну, почти 3 года. Можно сказать, я уже с того момента как-то чуть-чуть счет времени потеряла, потому что я хотела это как можно быстрее забыть. Я сейчас прохожу психотерапию, принимаю антидепрессанты, но редко это может выливаться в панические атаки и в истерики, истерические рыдания. Вот. По большей степени я опять эмоционально, но я, несмотря на это, стараюсь абстрагироваться и заниматься тем, чем я люблю. Например, очень люблю рисовать, и мне это очень помогает, только ты, и никто тебе не мешает. Ну, конечно же, с нашим с тобой прошлым это было нереально. Мы себя даже любви не могли чувствовать. Но, знаешь, у меня не то, чтобы у меня не мечта, а у меня цель, и я хочу их наказать, потому что я просто горю от ощущения несправедливости. Я горю от этой несправедливости и от этой обиды. И просто мой ум не может переварить то, что со мной произошло, и я никогда с этим не смирюсь, и никогда их не прощу, и никогда это не приму. Конечно. Чёртова душа. Ты плачешь? Немножко. Нет, я не плакала, просто слезы, потому что я вспоминала, каково было, когда я первый раз прочла твою историю. Я увидела человека, который через все это прошел, как бы, что все налаживается. У меня было такое, что я думала, может быть, я навсегда останусь в этой депрессии, вот это все. Но я сейчас понимаю, что есть шанс, и я полностью вырвусь от этого, знаешь. Именно надежда на психологическое здоровье хорошее, именно вот все вот это говно, что они нам сделали, вот это все восстановить нашу нормальную психику. Так вот. Да, я желаю тебе в этом тогда удачи, чтобы у тебя все было хорошо. Спасибо тебе огромное. Чтобы ты росла и становилась сильнее. Спасибо тебе И огромное. знаешь, я скажу тебе, что тебе никогда не нужно кому-то свою силу доказывать. Если люди считают, что ты слабая и ничтожна только потому, что ты женщина, это проблема этих людей, не в тебе же, правильно? Ты не должна им доказывать. Нет. Ты сама по себе будешь становись сильнее, никому не доказывай это. Конечно, ты не обязана этого делать. Мы не обязаны. Если у них предрассудки, ты не обязана пытаться их опровергать, тратить на них свои силы. Ты просто идешь своей дорогой и светишь себе путь. А если кто-то от твой свет обжигается... Это уже не наша проблема, это же их проблема. Да, конечно, не наша. Из какого фига мы должны переживать? Я очень надеюсь, что мы будем поддерживать связь, и надеюсь, что мы с тобой встретимся. Обязательно, обязательно, как бы, обязательно это должно произойти. Это получается история какая-то. Блин, так быстро. О май гад. Офигеть. Ну, жизнь в шелтере у меня не сказать, что хорошая, и условия мне там не сильно нравятся. Я бы поскорее хотела оттуда съехать. И в моем понимании, любой человек, у которого есть в целом понимание нормального уровня жизни, я вот хочу себе хорошую квартиру, транспорт свой личный, я бы хотела какой-нибудь электрокар, потому что это перспективно. И вообще, чтобы у тебя была возможность сделать свой бизнес и быть сама себе начальницей, это тоже очень... То, чего я бы хотела добиться, я как художница хотела бы реализоваться, и чтобы у меня была возможность зарабатывать тоже хорошо. Я хочу бороться за свои права и хочу отстоять свое человеческое право, наказать тех, кто сломал мне жизнь. Мои родители работают врачами и с детства относились ко мне жестоко, очень. Унижали, били, издевались надо мной. По мере взросления я им не позволяла себя унижать. И они говорили, что я не слушаюсь. Когда я была маленькая, в школе рассказывала про то, как они издевались надо мной,
Они после этого стали водить меня к всяким мулам, всяким этим экзорцистам, говоря, что наша дочь вселился бес, потому что она про нас говорит гадости. Когда мне было лет 20, это было в августе, без всякого предупреждения меня провели к какому-то типу в белом халате, его звали Боев. Он с моими родителями совещался, и он им сказал, что он видит во мне, что я больна шизофренией. Я спрашиваю, почему он так считает. Он говорит, когда человек с порога приходит, мы видим, что он больной. И еще говорил, что не будет раскрывать содержимое капельниц, потому что это его авторский рецепт, и это засекречено. И меня вот очень сильно мутило от этого. Падало очень сильно давление, я не могла стоять нормально, меня передвигали на инвалидной коляске. Когда я сбежала из Чечни, психологи отвели меня к одной психологине в Санкт-Петербурге. И там психиатр, только психиатр может ставить диагнозы, сказал мне, что у меня нету никаких параноидальных психических расстройств, как шизофрения, шизофренический бред и так далее. Я подала в Следственный комитет России с требованием засудить моих родителей и врачей, которые насильно меня вкалывали эти транквилизаторы. Полиция Чечни, они отказались расследовать это дело. Они сказали, нет состава преступления. Редакция информационного агентства «Чечня сегодня» связалась с отцом девушки Адланом Ларсановым и предложила рассказать правду о событиях, произошедших в их семье в недавнем прошлом. Однажды ее мать обнаружила, что в телефоне была программа, связанная с организацией, которая называется «Сфера». Тогда у нас появились подозрения, что у нее серьезные проблемы с психикой. Она вступила в контакт с неформалами, хотя никакого отношения к ним никогда не имела. Мы поехали в клинику пограничных состояний профессора Игоря Боева в Грозном. Там она провела 40 дней. Агрессивности стало меньше, но Игорь Боев нас тогда предупредил, что она может быть опасна для нас в плане агрессии. Мы решили перетерпеть это и ограничить ее контакты с людьми. Каждый член семьи по очереди старался дежурить около нее. То один не спит, то другой. Шизофрения – это состояние постоянное. Его можно контролировать, но вылечить невозможно. Понятно, что нашу дочь используют. Понятно, что она не способна адекватно оценивать ситуацию. И, естественно, как любой родитель, чей ребенок попал в трудную ситуацию, я сделаю все, чтобы ее спасти. Мы вообще изначально не хотели никакой огласки. Мы не хотели, чтобы об этом все узнали. Да. Мы уже 3 месяца жили в Москве. Мы думали, вот сейчас поедем в Грузию, тихонько переберемся туда, все, ничего, никакого шума. Но, к сожалению, не удалось так сделать. Они сами виноваты в том, что мы все это выложили. Ага. Потому что мы не хотели этого. И то, что все сейчас там пишут, как вы могли опозорить родителей, как вы могли все это выложить на всю... Да мы не хотели этого Они сами делать. этого захотели. Да, это их решение. Потому что мы оставили письма, мы в письмах написали: единственная наша просьба — не искать нас. У нас слишком много всего на вас, и вам, и нам, и вам всем будет хуже от этого. В записях и в видео есть много чего, что мы не говорим, и не хочется об этом Чтобы у них больше проблем не было. Да. Сейчас они могут скинуть позор на нас. Они могут сказать, вот они плохие, мы их хорошо воспитывали. Да, они, в принципе, наверняка так и говорят, что вот это самые лучшие родители в мире, а их дети, они оказались такими неблагодарными, они ушли. Пускай это останется так. Ну, какая нам разница? Им есть разница, они там живут среди них. Самое страшное у нас там в селе, не знаю, связанное с женщинами, это то, что у них нет никакого выбора. Они не могут после 18-летия, если у них ужасные условия в семье, просто взять и уехать. Это просто невозможно. Это за тебя ручаются просто все родственники. Мы посмотрели фильм «Цветок пустыни». Да. И узнали, что, оказывается, обрезание делают не только у нас там в селе. Начали гуглить, узнавать, и вообще, как появилось обрезание, и для чего его делают. А потом мы с родителями об этом никогда не разговаривали. Вот ты с мамой об этом никогда в жизни не разговаривал. Ты знаешь, что тебе это делали в детстве. Да. А потом ты ничего не спрашиваешь, все, это как, ты думаешь, это как у обычных мальчиков. Когда моему младшему брату сделали обрезание, ему там было 5 лет, я спрашивала одноклассниц, типа, вот мне делали обрезание, моему брату сейчас делали обрезание, вам делали? И ни одной девочки не делали обрезание. И я такая думаю, а что? Я такая думаю, у них просто родители гейманистые, поэтому не сделали. Подошла к маме, такая говорю, для чего делают обрезание? Она такая, типа,
удивилась очень сильно из этого вопроса, и она такая, чтобы девочки не гуляли. И я такая говорю, а как я буду гулять, если я дома сижу? И она такая говорит, ну, чтобы не было там такого пристрастия к этому, и также для того, чтобы... Для чистоты, да. Мне сделали, наверное, лет в 4, 5, 6, не знаю. И у меня были эти воспоминания, там, типа, боль какая-то. У меня нет конкретных воспоминаний, кто, где и когда, но у меня есть какие-то ощущения боли и все такое в памяти. У меня были разговоры с одноклассницами тоже, и они тоже удивлялись, типа, девочкам же не делают. И я говорю, у нас делают. И все, типа, тема закрылась. И я недавно, несколько лет назад, я сижу в интернете, вижу какое-то выступление на ООН, девушка выступает, рассказывает про женское обрезание, и все, типа, в шоке. И я думаю, блин, это настолько плохо, это, типа, неправильно. Начинаю задаваться этим вопросом, изучать эту тему, понимаю, насколько это неправильно, насколько это, типа, калечащая операция, там, что делать это девочкам, это вообще это ужасно. Когда это узнали, на самом деле, было обидно. очень обидно, вот прям жесть. Просто я такая разговаривала с мамой о том, как ты смогла, вот зная, для чего это делают, сделать это своим детям. Как можно вот с ребенком с ребенком так поступить? У нас спрашивают сейчас, типа, а как, что, ну мы не знаем, как иначе бывает, Да. поэтому мы не можем ничего сказать по этому поводу. Планируете ли вы посетить там гинеколога или врача? Да, в общем, должны были, вот, и мы должны были пройти эту. Но там гинекологиня отказалась, сказала, что это нужно чуть серьезнее. Да, тут нужно судмедэксперт. Тут другое место Но надо. мы готовы, мы морально подготовились к этому, так что да, мы обязательно Неловко сходим. будет, конечно. Но самое главное, что это была женщина. Да. А но вообще вы не ходили к гинекологу? Нет, Ни разу в жизни. это у нас запрещено. Девочка до замужества не может ходить к гинекологу. Подумать, что ее туда По другим зачем-то- вопросам Да, отводят. по другим вопросам отводят. Поэтому не ходят. Даже если очень что-то болит, никто никуда не ходит. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если нужно задокументировать факт женского обрезания, вы можете провести обследование? Надо идти, наверное, все-таки не к нам, нужно идти к гинекологу. Но у нас нет, не к гинекологу. Надо в другую стацию идти. И с тобой можно сразу пойти и как покурить. Ну, И никто не будет делать постную морду и говорить, у нас не курит. Курит. я еще периодически пьющий. Да, ну ты реже пьющий, чем хотелось. Там все время кричат, вот, вам лишь бы хайпануть. Вы позорите наш Кавказ, ребят. Мы не позорим ваш Кавказ, наш Кавказ, всех Кавказ. Мы пытаемся обезопасить девчонок, для которых иногда огласка – это единственный способ защититься от беспредела полиции. Потому что полиция склонна наших девочек тихо передавать родне. А это может быть смертельно опасно. Мне бывает жалко родителей. Я понимаю, какой ужас свалился и беда свалилась на их головы. Но, ребят, она же не из моих рук свалилась. Но вы не сумели как-то договориться со своими детьми. И дети от вас побежали. Это ужас. Надо сесть и подумать, что же я в своей жизни сделал неправильно. Может, есть возможность исправить. Мне надо что-то такое старенькое, что будет не жалко запачкать. У меня есть старые джинсы. Не бывает такое, что ты в новом месте, и ты новый человек. Нет, ты все еще старый человек, просто в новом окружении. В пятницу у нас была ЛГБТ-вечеринка. Мы встретились с друзьями из лагеря, это было в этом городе. Мой друг говорит, смотри, вокруг сидели люди. И он говорит, смотри, какие они счастливые. Они ни о чем не думают, они просто расслабляются. Когда мы будем такими же? Я здесь 10 месяцев, может 11, и
Все это время у меня появилось очень много разных знакомых из разных стран, но никогда никто не знает даже мое настоящее имя. И я чувствую, что нет, я не хочу. Я думаю, что я еще не готова. Привет! Как ты? Хорошо. Короче, смотри, у меня такое, что я не могу штучки на потолок приклеить. Какие штучки? Знаешь, типа скотч, чтобы потолок не запачкать, когда я буду красить. Кусочек России. Палкой мешать краску. Все. Я с 16 лет сказал маме, что я улечу в Нью-Йорк жить. В России мне было сложно. Всегда смотрели на меня и говорили: почему ты думаешь так? Почему ты так говоришь? Почему ты другое? Да, что я типа совсем другой. Ну, как бы нет у меня такого, что постоянно скучаешь, что-то такое. Ну, ты понимаешь, что это твоя страна, понимаешь, что ты там не можешь быть собой, и как бы становится легче. Ты не скрываешь дома местоположение? Я думаю, что скрывать местоположение это все же актуально для людей, у которых кейс такой, жесть полный. Чеченцы, допустим. Угу. Но они рассказывают, что да, приезжают в Европу, забирают. Я вообще не верил, что такое может быть. Но это правда. Есть что-то? Ну вот, зайка, чуть-чуть. Ну ладно, это потом можно. Короче, фильм про женщину, положение женщины в России. Я не из Чечни, я из Дагестана. Ты из Дагестана? Да. Ты мне говорила об этом, я не помню. Нет. Ну, короче, так вот, coming out. Знаешь, я такая Вика из Саратова. Но, короче, мне не нравится об этом говорить. Как бы ты один, можно сказать, второй русскоговорящий человек, который об этом знает. Только Аня еще, ну, как бы, и так вот. Просто я не люблю вообще, как бы, вспоминать все это. Окей, нет, я понимаю. И как ты себя это сейчас? Ну, типа, ты такой... Или ты знал? Что знал? Ты думал, откуда я? Ты говорила, что ты из Саратова, я думал, ты из Саратова. Окей. Но это небольшая... Not a big deal. Окей. No. Ну, приятно слышать. Не так тоже тяжело. Хотя нет, довольно-таки тяжело. Когда я смотрел этот фильм про Чечню, я в таком шоке был. Насколько родные, ну ладно, родственники, но мама и папа и твой ближайший круг родственников полностью против тебя, готовы тебя отдать, не знаю, куда-то на расправу. На растерзание, на растерзание. На наказание. Конечно. Это вообще. Да. Меньше месяца назад я увидела сон, в котором была мать. У нее было какое-то такое светлое платье, она была прям такая, знаешь, красивая такая, знаешь, не было никакого насилия. И как будто бы она мне говорит, что типа она уходит. Я просто просыпаюсь из-за того, что там я плакала. И такое ощущение, как бы, у меня такое чувство вины. Я начала бояться, что, может быть, она умерла, с ней что-то случилось, знаешь, я не знаю. Да, как бы я не хочу с ними поддерживать связь, но при этом я не хочу ничего плохого, просто чтобы они оставили меня в покое, знаешь. Конечно, я буду плакать, если с ними что-то случится, но эти люди навсегда остались в прошлом. Есть девочка, она из Дагестана, тоже по теме ЛГБТ, ей 20 лет, но родители пока не в курсе. Она боится, что будут в курсе. У нее есть опыт изгнания джиннов. Домашнее насилие. Ну, она с телефоном, она, опять же, ненадолго может выходить из дома. А знаешь, я вижу риски в данном кейсе? У нее родители ничего не знают. У нее прямых рисков сейчас нет. Если ты ее увозишь, они у нее сразу появляются. Рассматривает ли она какую-то возможную ситуацию иначе решить вопрос? Ну, не знаю, там поступление в какой-то университет в Санкт-Петербурге, в Москве, для того, чтобы немножко дистанцироваться от родственников. Потому что сейчас она не имеет рисков, она имеет страхи. Если она сбежит, она имеет риски, с которыми тебе уже потом ей разгребаться. Ну, то есть, как бы побег – это ситуация, когда у тебя уже есть реальная задница или прям жесткое насилие.
Либо, если она уже сбежала, тогда можно иметь смысл брать. Если она у тебя же сама по себе сбежала, да, условно, вот у тебя риск возник. Пока его нет, не надо его создавать. После побега начинается новая сложная жизнь. Вот, и всегда у всех есть такое какое-то предвкушение о том, что эта жизнь будет такая прекрасная. Ну, там, конечно, про много свободы, но еще и про ощущение того, что там все будет и социально защищенно, и все хорошо, и несложно. Ты, конечно, начинаешь рассказывать про то, что там жизнь беженца. Это очень тяжелая штука. Когда у тебя есть там мало денег, много проблем, одиночество и все прочее. Ты очень хочешь обратно. Ты очень хочешь к маме. Ты вроде свободен, но ты без семьи, а для человека Северного Кавказа семья очень важна. То есть у нас же была ситуация, когда одна девушка, которая живет в Европе, у нее умерла в Чечне мать, и она не могла туда приехать на похороны. Это же трэш для человека. Она попала в психиатрию, лежала в психиатрии. Когда-нибудь в жизни свяжетесь с кем-то из родных, захотите узнать, как у них дела? Да, с мамой свяжемся, скорее всего. Это Ну, уж когда точно. будем в безопасности полной. С матерями ты хоть как-то идешь на контакт. И хоть как-то они понимают, что все-таки это прям ужасная жизнь, но они такие, что я могу сделать? Я ничего не изменю, все так живут, моя мама так жила, я так живу. И вы так будете жить. Как мы и написали в письмах, они нас живыми все равно не найдут и не заберут уж точно. Потому что спасибо, лучше уж мы сами что-то сделаем, чем дождемся, пока они найдут нас и сделают что-то. Мы ушли, мы никого не убивали, и не грабили, и ничего такого не совершали ни с кем. Мы просто ушли. мы впервые в жизни выбрали себя, а не Да. их. Я когда первый раз убежала, я вот села в самолет, и это было тогда лето. Я такая приземляюсь, смотрю в окно, там такие красивые поля. И я себе такая даю слово, когда-нибудь я надену короткое летнее платье, на мне не будет никакого платка, я буду кататься на велике. Солнышко будет греть мою кожу, ветерок будет обливать мои волосы. Когда первый раз я убежала, я это не успела, но вот я это сделала буквально вот несколько недель назад. И я и не осознала это. Потом вечером я вспоминаю, ну как бы вот сегодняшний день, и я просто рыдаю, потому что я исполнила свою мечту, можно сказать. Это просто сумасшествие какое-то.